Всем привет! Думаю, многие из вас хотели бы видеть больше обучающих PvP-видосов. Вот один из них. Прекрасно понимаю, что бои в EVE Online не похожи друг на друга, и найти относительно похожие файты можно разве что на фрегатах. Так что мой анализ боя подойдет не каждому файту, но возможно вы попадете в похожую ситуацию и вам это поможет. Сегодня днем в нескольких джампах от нашей домашней ВХшки убили ПВЕ Праксис из нашей карпы. У меня было чуть свободного времени, я собрал Мегатрон и тут же поехал в эту С2. Бейтил довольно легко, притворился, что хлопаю Мегатроном в вармхолл, и парни не заставили себя ждать. Бой на вармхолле принимать не стал, так как это не гейт, и враги могут в игре проваливаться сквозь вармхолл на другую сторону. Так что первое, что я делаю, это увеличиваю дистанцию до вармхолла и противника. Противник в моем случае имеет флот из Иштара, это Heavy Assault Cruiser, Драковак, это Триглавиан Battle Cruiser, который со временем накручивает свой урон, и Праксис это БШ. Самый тонкий в данном случае у нас это Иштар, так как он крейсер. Также стоит обратить внимание, что цели у нас АБшные, а следовательно мне будет сложно по ним попадать, если я буду очень сильно сокращать дистанцию до них, то есть буду вкатываться на дистанцию 1 км 500 метров и как-то, например, противника орбитить. Говоря более простым языком, мне лучше держать дистанцию в 5-7 км от цели, но никак не ближе. Как определить АБ или УМВД у противника? Да, по скорости. Нормальная скорость для БК или крейсера на МВД это 1500-2000 метров в секунду. Сколько едут мои оппоненты? 500 метров в секунду. Окей, противники оттянуты от вармхолла, прыгнуть они не могут, время вкатываться и осторожно, нажимая кнопку держать дистанцию, она же Keep it Range, убивать врагов. Видишь, от Драковака идет такой желтый луч, это РР-танк, то есть дистанционная танковка, то есть Драковак откачивает армор Иштару. Чем дольше сейчас мы будем убивать Иштар, тем для нас хуже. Во-первых, противник нас дамажит, следовательно у нас заканчивается и армор, и расходка. Во-вторых, Иштар пытается убежать в вармхолл, и рано или поздно он до него может дотопить. Так что греемся. Иногда подогреваю граплер, но не делаю это постоянно. Грев граплера увеличивает его оптимальную дистанцию работы, следовательно, Иштар на какое-то время начинает терять скорость эффективнее. Про граплер стоит знать то, что греть его активно нельзя, он очень сильно жгет себя и модули вокруг. То есть, как правило, грейте его какое-то лимитированное количество циклов небольшое и внимательно следите как за ним, так и за модулями, которые стоят рядом с ним. Отлично, Иштар побежден, дальше у нас БК и БШ. Что будем бить? Ну, вероятнее всего БК, так как он должен быть явно тоньше. Кипетренч, скрамблер, граплер, пушки и вперед. Помним, что триглавы настакивают свой урон. С каждым выстрелом дамажить они нас будут все сильнее и сильнее. Так что если поначалу мы получали малое количество урона, сейчас мы начнем получать его явно больше. Надо быть к этому готовым и хорошо откачиваться. Бустеры на откачку я, кстати, съел заранее. Смотри, я закинул джамп-дронов, чтобы сбросить себе лог. В таком случае Драковаку придется заново настакивать урон. И это неспроста. Мы уже откачиваемся в греве, так как Драковак урон настакал. Чем быстрее мы его заджамим, тем для нас явно лучше. Не стесняемся и греем репки на все деньги. Джамп сработал, Драковак потерял весь свой урон, хилимся, живем. Дальше, я думаю, ты знаешь, что мы будем убивать. БШ большой корабль, но это не значит, что мы будем его орбитить. Все бои на батлшипах это keep it range в 95% случаев. А 5% это мы кликаем по спейсу и двигаемся от противника не на keep it range, но в целом это работает плюс-минус так же.
Новые гости на поле боя. Если Праксис не будет давиться, свичнемся на АТ3-шки. Ну и тут все очень просто, следим за лицом Праксиса. Лицо у него трещит, следовательно, сначала на КВ пойдет именно он, а после этого мы будем свечиться на Т3. Праксис мертв, быстрый анализ ситуации, Легион 5 километров, Локи 18 километров, наша дистанция боя это примерно скрам рейндж, то есть 9 километров, и выбор очевиден. Не ломись в лицо крузакам, принимать их надо максимально плавно. Так что в данном случае я просто жму по космосу в противоположном направлении от движения Легиона и закидываю на него такл модули. Чем меньше у вас батареек, тем активнее стоит греть репки, если они не прогреты. Активный танк — это размен ваших батареек на ваш армор, ну, либо на ваш шилд. Репка в греве делает это эффективнее, то есть на единицу капаситора вы получаете больше единиц армора. Видишь, Легион двигается строго от нас, можно двигаться строго за ним. В таком случае мы не будем разрывать дистанцию, будем ее потихоньку сокращать и продолжим по нему 100% попадать. Окей, Локи следующий. В данном случае он держит нас сеткой с дистанции, и сетка мешает нам двигаться. Закинем джамдронов на него, быть может это сбросит лог с нас, и на какое-то время мы окажемся вне его сетки. Все, Локи под нашим таклом. У меня совсем нет расходки, так что использую бустер, который увеличивает мой трекинг, нажимаю Keep it Range, и на этом история на самом деле не заканчивается. Чтобы попадать по противнику, надо двигаться с ним параллельно. Как? Приближаешь камеру к врагу и кликаешь прямо перед ним. В таком случае твой корабль будет двигаться по его вектору движения. Если сравнять скорости, попадать мы будем вообще идеально. Ну а теперь я даже подсказывать не буду. Пойдем лутать в реке. Там, правда, драковак прилетел, но у нас нет расходки, так что нафиг его. Прекрасно понимаю, что все бои в этой игре отличаются друг от друга, но надеюсь, описание всех моих действий позволит вам чуть лучше понимать, что происходит в бою и принимать верные решения. Спасибо, что посмотрели. По классике можете оценить видео лайком или дизлайком. Всем спасибо за просмотр и увидимся на стримах. До скорых встреч.